Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре недорогая, но весьма интересная Android-приставка Tanix W2, 4 ГБ оперативной памяти, 32 встроенной, прошитая на версию Slimbox. Расскажем, что она умеет, на что способна, а также покажу, как она справляется с реальными задачами. Давайте же рассмотрим ее комплектацию, ее дизайн и посмотрим, какие у нее есть порты подключения. Сама приставка поставляется в стандартной комплектации. Это блок питания, HDMI шнур и пульт. Все, что нужно для быстрого старта. По дизайну самой приставки все строго, ничего лишнего. Стильно, аккуратно. По подключениям у нас имеется карта памяти, 2 USB выхода. То, что здесь USB выделен синим цветом, это не означает то, что он идет у нас тут USB 3.0. Это оба USB выхода версии 2.0. По обратной стороне у нас все стандартно. Блок питания, HDMI, LAN выход на 100 мегабайт, оптический выход, ну и подключение до старых телевизоров. Также хотелось пару слов сказать о пульте управления. Простой, но без голосового поиска, гироскопа, и часто срабатывает не с первого раза. Поэтому, ребят, рекомендую сразу приобрести себе пульт, который имеет подключение по Bluetooth или по радиомодулю, и получить максимальное удовольствие от управления смарт-приставкой. Давайте более детально рассмотрим характеристики самой смарт-приставки. Версия Android 11, прошита у меня на Android TV Slimbox. Центральный процессор используется AMLogic S905 W2 4-ядерный. Графический процессор Mali G31. Моя версия приставки на 4 ГБ оперативной памяти. Есть версия приставки и на 2 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти у меня 32. Есть более бюджетный вариант на 16. На 32, ну и на 64 гигабайта. Сеть интернета, Ethernet разъем всего 100 мегабит. Wi-Fi у нас идет двухдиапазонный, частота 2,4 и 5 ГГц. Bluetooth версия 4.0. Вот мы подключили нашу смарт-приставку к телевизору. Хочу вам напомнить, что на данный момент на моей приставке установлена версия прошивки Slimbox TV. Это самая популярная кастомная прошивка для Android смарт-приставок. Она разрабатывается энтузиастами и активно используется вместо стоковой прошивки. Вот ключевые преимущества. Улучшенная производительность. Оптимизированная система. Прошивка облегчена от ненужных сервисов, приложений, что повышает общую скорость работы. Меньше лагов, фризов, особенно на слабых приставках. Меньше предустановленного мусора. Slimbox не содержит кучи ненужных китайских приложений, рекламных сервисов или ограниченных версий ПО. Более стабильная работа. Повышенная стабильность самой системы. Реже случаются вылеты, зависания, самопроизвольные перезагрузки. Многие баги, присутствующие в стоковых прошивках, исправлены сообществом. Более частые обновления. Расширенные настройки, дополнительные опции для настройки интерфейса, энергосбережения, управления кнопками пульта, HDMI цек и так далее. Поддержка кастомных лаунчеров без ограничений. Больше контроля. Возможность самому выбирать, какие приложения и сервисы использовать. Возможность получить root доступ и использовать расширенные функции для продвинутых пользователей. Давайте зайдем в настройки устройства. Посмотрим разрешение экрана. Видим, что наша приставка работает в разрешении 4К. Есть поддержка дробных частот. Есть функция HDR. Есть автоматическая подстройка частоты экрана. Также есть очень полезная функция HDMI цек. Очень полезная функция, если вы не хотите переплачивать за новый пульт, вам не нужен голосовой поиск, вам не нужен подключение по Bluetooth, вам не нужна аэромышь. Тогда вы включаете эту функцию, и теперь вы можете управлять самой смарт-приставкой, используя пульт телевизора. Очень поможет вам в работе. Так как стандартный пульт, он реально подтормаживает, и использовать его для управления смарт-приставки я не рекомендую. Зайдем в настройки Slimbox TV. Посмотрим, что здесь есть у нас. Видим, что есть возможность настраивать интерфейс, масштаб, шрифт, скорость анимации, цветовая тема, настройка логотипа при включении и многое чего другого. Есть системная панель. Можем включить аппаратный монитор и увидеть все детальные характеристики нашей приставки, на какой частоте работает она на данный момент, какая у нее температура, насколько загружен процессор, насколько загружена оперативная память. Также у нас есть функция голосового поиска, и на этой версии прошивки голосовой поиск работает отлично.
Не так, как в более обновленных версиях Android TV, где эта функция практически порезана, то здесь она работает на 100% и имеет глобальный поиск. Давайте приведу вам пример. Фильм «Ярость». Видим, что приставка нам нашла этот фильм. Сейчас она делает поиск по приложениям, которые предустановлены у меня на смарт-приставке. Видим, что есть возможность посмотреть этот фильм на различных сервисах, не только на YouTube. Так что с этой задачей приставка справилась на ура. Теперь давайте зайдем в YouTube и включим какой-то 4К видеоролик. Посмотрим, как приставка будет справляться с этой задачей. Я уже включил статистику для сисадминов. Сейчас поменялась частота кадров. И смотрим, что все отлично. Приставка работает в 4К разрешении. Небольшое количество дропов присутствует, ну, прям минимально, я бы сказал. Видео идет плавно. Все работает. Отлично. Давайте проверим возможность интернет-соединения нашей смарт-приставки. Хочу вам напомнить, что есть два типа подключения. Это же или же Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, или же возможность подключения по кабелю. Но LAN-разъем у нас всего 100 мегабит. Давайте запустим приложение Speed Test и посмотрим, сколько выдает у нас приставка по Wi-Fi. В данный момент у меня скорость интернета 300 мегабит. Посмотрим, сколько выдаст наша смарт-приставка. Отлично. Для такого бюджета, для такой цены, здесь стоит довольно-таки неплохой Wi-Fi модуль, который позволит вам смотреть фильмы в любом разрешении и любого объема. На загрузку 216, на отдачу, ну, я думаю, в принципе, так же будет. Что очень хорошо, еще раз повторюсь, для этой цены, сколько она стоит, просто шикарно. Перечислим плюсы и минусы этой смарт-приставки. Начнем мы со стоимости устройства. Данная приставка на AliExpress стоит версия на 2 ГБ оперативной памяти и 16 встроенной всего $22. Версия на 4 ГБ и 32 встроенной памяти уже 26. И максимальная версия этой приставки это 4 ГБ оперативной памяти и 64 встроенной. Цена будет у нее уже $29. Я бы рекомендовал брать от 4 ГБ оперативной памяти. Все-таки разница в работе будет ощутима. Также из плюсов это быстрый процессор, обеспечивает плавную работу интерфейса, воспроизведение 4К видео. Также можно добавить огромный выбор кастомных прошивок. Это одна из самых популярных смарт-приставок. Большой объем оперативной памяти достаточно для большинства задач, включая тяжелое приложение, какие-то легкие игры, которые можно скачать в самом Play Market. Главный плюс – поддержка всех современных видеостандартов. HDR, HDR10+, AV1 кодек, автофреймрейт. Можно также добавить из плюсов двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, наличие всех необходимых портов HDMI, Ethernet, AV выход, SPDIF, 2 USB выхода и также карта памяти. Из минусов можно добавить то, что неофициальная прошивка требует прямых рук. Я данную версию приставки заказал на местном маркетплейсе, уже прошитую под версию Slimbox, и не стал с этим заморачиваться. Также из минусов нет официальной сертификации Google. Такие приложения как Netflix работают только в SD качестве или же через обходные пути. Из минусов также пульт может быть неудобен в использовании, база инфракрасный пульт с ограниченным функционалом. При длительном использовании приставка ощутимо нагревается. И для любителей качественного звука нет поддержки Dolby Vision и DTS HD. Будем подводить итог. Tanix W2 с прошивкой Slimbox приятно удивляет. Для своей цены она предлагает намного больше, чем ожидаешь. Скорость, стабильность, широкие возможности, современный интерфейс.
Отличный выбор, если нужен медиаплеер без лишней головной боли. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!